Прогулку в Городчаны и Пражский град начинаем с Карлова моста. Перейдя на Малостранскую сторону Вултавы, идем в сторону возвышающегося собора Святого Микулаша, а затем в сторону кафедрального собора Святого Вита. Эти высокие храмы видно отовсюду, и они служат прекрасными ориентирами, так что заблудиться практически невозможно. Мы находимся в части Праги, которая называется Малострана. Раньше она называлась Малым местом Пражским и возникла в 1257 году при Пржемысле Отокаре II в результате объединения нескольких поселений под градом в единое целое. Центром городка, населенного ремесленниками, был рынок, сейчас там Малостранская площадь. Рынок разделяла на две части старая церковь Святого Микулаша, расположенная на том же месте, где сейчас находится новый собор. Стиль барокко пустил глубокие корни в Малой Стране. Особенно ярко он воплощен в здешних храмах. Самой прекрасной церковной постройкой, безусловно, является собор Святого Микулаша. Его создали зодчий отец и сын Динценгоферы. Колокольню построил Ансельмо Лугаро. Храм в стиле зрелого барокко был возведен в 1704-1756 годах на месте снесенной готической церкви того же названия. Высота колокольни и купола составляет 79 метров. Обойдя этот величественный храм по украшенной скульптурами Малостранской площади, идем дальше вверх по довольно крутой улице, переходящей в ступеньки. Для нетренированных людей подъем может показаться нелегким, зато вы увидите стены укреплений Пражского града, полюбуетесь видами на Прагу, открывающимися с высоты. Наконец высота взята, и мы попадаем на Грачанскую площадь. Эта площадь окружена ренессансными и барочными дворцами. В центре стоит чумной столб со скульптурой Девы Марии и фигурами 8 покровителей чешских земель. С восточной стороны Грачанской площади видим ворота Матиаса, построенные в 1614 году по проекту архитектора Филиппи. Это самая ранняя барочная постройка в Праге. Скульптурную группу «Борьба титанов» на воротах создал Игнац Плацер в 1768 году. Далее вход в резиденцию президента Чешской Республики и одновременно в Пражский град, который является уникальным архитектурным комплексом мирового значения. Это сокровищница разных строительных стилей, начиная с романского до современного. В центре второго двора находится фонтан в раннебарочном стиле. Его создал каменотес Франческо де Торе. Фигуры, украшающие фонтан, в 1686 году создал скульптор Кола. И вот, пройдя под аркой, видим Святовицкое огромное чудо. Мы вышли на западный фасад собора. Он двухбашенный в псевдоготическом стиле. Что такое псевдоготический стиль, я объясню вам позже. Высота башен составляет 82 метра. Авторы проекта Йозеф Мокер и Камил Гильберт. В витраже каменной розы ими запечатлено сотворение мира. На бронзовых воротах собора изображена история его строительства. Длина собора 124 метра, ширина 60 метров, а высота сводов центрального нефа 33 метра. Обратите внимание на каменные водостоки собора. Они выполнены в виде различных чудовищ и мистических существ, которые должны охранять собор от нашествия нечистых сил. В средние века существовало поверье, что если демон увидит на фасаде собственное изображение, то он испугается и улетит. Немножко истории. Пражский град был основан в конце 850 года родом Пржемысловичей. Это дороманское городище было обнесено глиняными валами с деревянным палисадом. Образованное городище незадолго до конца IX века стало центром укрепляющегося государства Пржемысловичей. Тогдашняя власть усиленно поддерживала развитие христианства, что привело к основанию в 973 году Пражского епископства. Епископ избрал местом своей резиденции град, чем подтверждал, что это место также стало духовным центром государства. Вот видим базилику святого Иржи. Это вторая по величине церковь Пражского града. Первый камень постройки около 920 года положил князь Вратислав I, отец святого Вацлава. В 973 году около церкви сестра Болеслава II Млада основала монастырь. Благодаря ее усилиям романская ротонда была перестроена в трехнефную базилику. Западный фасад базилики в барочном стиле приобрел такой вид в 1671 году. Предшественницей кафедрального собора Святого Вита была ротонда Святого Вита, остатки которой можно увидеть в подземелье собора. Эта ротонда была довольно роскошна и стала местом паломничества в день Святого Вацлава. Поэтому тогдашний князь Спитигнев II приказал построить здесь новую большую базилику, посвященную святым Виту, Вацлаву и Войтыху. Она долгое время была главным местом града.
Однако междоусобицы между правящими князьями, войны с соседями, грабежи и пожары уничтожили эту постройку. Но каждый раз град вновь отстраивали, и он становился все красивее. Особенно отличился в строительстве князь Бжемысл Атакар II. Он правил с 1253 по 1278 годы. Свою деятельность он направил на обновление укреплений и перестройку Королевского дворца. Золотые ворота, расположенные рядом с главной башней Святовицкого собора, являются главным входом в храм. Через эти ворота в собор входили торжественные процессии, а также правители в день коронации. Название «Золотые» ворота получили благодаря мозаике со сценой Страшного суда, созданной венецианскими мастерами в 1370 году. На третьем дворе Пражского града расположена конная статуя святого Иржи, готическая скульптура, созданная братьями Иржи и Мартином из Клужа в 1373 году. Новый этап строительства Пражского града начался в период правления Карла IV. Тогда в Прагу пришел новый стиль готика. Карл сразу же занялся перестройкой града. В результате здесь вырос трехэтажный дворец французского типа. Дальнейшие усилия Карл направил на постройку Большого собора, который должен был появиться в результате перестройки базилики Спитигнева. При Карле IV Пражское епископство стало архиепископством, что привело к необходимости создания кафедрального собора. Строительство доверили двум выдающимся зодчим Матиасу из Араса и Петру Парлеру. Возведенный собор получился оригинальным с богатой на украшение внешней опорной системой. Далее облик града изменился в правлении Владислава Ягеллона. Ему тоже посчастливилось выбрать хорошего архитектора. Им стал Бенедикт Рейд из Пистова. Благодаря его усилиям появился самый большой средневековый зал Праги – Владиславский зал. Сейчас там проходят выборы президента Чешской Республики. Однако пожар 1541 года не пощадил кафедральный собор. Восстановление проходило уже в ренессансном стиле под руководством архитектора Бонифация Вольмута. Как видите, во время осмотра собора погода резко испортилась, и пошел сильнейший грозовой ливень, который продолжался около 40 минут. В это время мы пережили довольно сильное чувство. Во-первых, ветер гнал потоки небесной воды прямо на нас, поэтому под навесом президентского дворца, где мы стояли, почти не осталось сухого места. Во-вторых, акустика территории многократно усиливала мощные раскаты грома. Там ты находишься как бы в огромном каменном колодце. Подобные чувства испытываешь при близких взрывах снарядов или ракет. В мирной европейской обстановке грозная стихия природы напомнила нам страшную украинскую войну. Но все хорошо, что хорошо кончается. Продолжу историю места. При императоре Рудольфе II, он правил в 1576-1611 годах, активное строительство продолжилось. Град стал крупным центром наук и искусств. Тогда был построен новый Северный дворец с двумя большими залами. В конце правления Рудольфа и при его преемнике Матиасе в Прагу и в Град проник стиль барокко. Но в то время Град сильно пострадал из-за войн габсбургского наследства. При восшествии на трон Богемии, так раньше называли Чешское королевство, эрцгерцогини Австрии Марии Терезии, началась обширная перестройка Града. Благодаря итальянцу Николо Пакасси панорама градчан приобрела новый вид в стиле классицизма. Был засыпан старый ров, отделяющий Град от градчан. В результате возник входной парадный двор с воротами со скульптурными группами работы Плацера. Таким образом, Град зрительно соединился с градчанами. В это время резиденция правителя приобрела почти окончательный вид. Но Святовицкий кафедральный собор был достроен лишь в 30-х годах XIX века. Общество достройки собора со сбором средств было основано каноником Вацлавом Пешины. В 1925 году удалось соединить старую и новую часть собора в единое целое. Выходит, что храм-то не настоящий, во всяком случае он далеко не весь средневековый. После дождя спускаемся с Пражского града со стороны базилики Святого Иржи. Это совершенно другой путь. На мой взгляд, он даже более интересен, чем первый. Именно отсюда, со смотровой площадки у зубцов каменных укреплений, открывается самый прекрасный вид на Прагу. Обилие красивейших зданий с красными крышами поражает. Такой сказочной по красоте панорамы я не видел ни в одной из европейских столиц. Чтобы вновь такое увидеть, хочется возвращаться сюда снова и снова. Наша прогулка подходит к концу. Спустившись, мы снова видим вдалеке Карлов мост и знаменитую Староместскую мостовую башню.
Это мое второе видео о Праге, в которых я попытался показать самое интересное в этом потрясающем городе. Конечно же, в столице Чехии еще очень много интересного. Приезжайте на несколько дней, и вам непременно захочется еще не раз сюда вернуться.